Привет! Сегодня мы отправляемся в Прованс. Да-да, тот самый Прованс с лавандовыми полями, виноградниками и бокалом вина на фоне холмов. Есть только одна маленькая проблема. До Франции отсюда примерно 4000 километров. А мы вообще-то находимся в Израиле, на голландских высотах. Именно здесь, среди базальтовых холмов и вулканических плато, я неожиданно нашла место, которое многие называют израильским Провансом. Честно говоря, сначала я отнеслась к этому скептически. Ну какой Прованс? Израиль у большинства людей ассоциируется с пустыней, древними городами, археологией и библейскими историями. Но чем дальше мы едем по Голланам, тем больше возникает ощущение, что где-то произошла ошибка. Вокруг виноградники, холмы и совсем не тот Израиль, который привыкли видеть туристы. Наш первый пункт – лавандовая ферма Азезо. И вот здесь начинается самое интересное, потому что лаванда для Израиля – растение довольно необычное. Ей нужен определенный климат. Сухое лето, достаточно прохладная зима, хорошая вентиляция. Именно поэтому голландские высоты оказались одним из немногих мест страны, где ее удалось выращивать в промышленных масштабах. Когда впервые видишь вот эти фиолетовые полосы на фоне холмов, действительно сложно поверить, что находишься всего в нескольких десятках километров от жаркого Галилейского моря. Воздух буквально пропитан ароматом лаванды. Какие запахи! Ой, я спугнула всех пчел. Ну чем не Прованс? Здесь не просто выращивают цветы для красивых фотографий. Это полноценное семейное хозяйство. Лаванду выращивают, собирают, перегоняют и превращают в масла, косметику, чай и другие продукты вот прямо здесь, на месте. Самое забавное, что сами владельцы фермы используют сравнение с Провансом. И надо признать, они имеют на это полное право. Смотри. Какие-то куклы должны пахнуть. Ой, он пахнет. Вот он пахнет лавандой. Вот это красиво. Смотри, как красиво. Лавандовый шоколад, лавандовый ликер. Олег пробует лавандовый ликер. Ну как?
Очень сладкий. Бара-бара-ба. Но если лаванда отвечает за внешний вид Прованса, то виноград отвечает за его душу. Поэтому мы отправляемся дальше на винодельню Шато Голан. История Шато Голан началась относительно недавно. Винодельня была основана в 1999 году в Мошаве Элиад на юге голландских высот. Но ее создатели сразу пошли необычным путем. Вместо массового производства сделали ставку на авторское вино и французский подход к виноделию. Даже само название «Шато Голан» звучит так, как будто мы где-нибудь в Бордо. А здание винодельни больше напоминает французское шато, чем типичное израильское хозяйство. Здесь выращивают более 10 сортов винограда. От классических каберне и мерло до средиземноморских сортов, которые прекрасно чувствуют себя в климате Голан. Вау, какой погреб! Обратили внимание, какие двери? Вы знаете, древесина для этих дверей была привезена из Южной Африки. И это очень необычная древесина. Она настолько плотная, что тонет в воде. Ее еще называют железным деревом. В этом погребе все необычно. Вы знаете, что меня купило в этом вине? Почему мы выбрали именно это вино? Ог. Потому что никто не знает, что там внутри. То есть это бленд, это смесь разных сортов винограда, но только винодел знает, что он там намешал. И то, что он намешал сюда, это, конечно, просто вау. Вино очень вкусное. Дорогое, но оно стоит тех денег, правда? Вот это мистика, вот то, что нам не хватает. Ой, такие ароматы. Вот его можно нюхать и не пить. Ой, тут лягушки, Олег. Фига себе. Мы пьем вино под кваканье лягушек. Если честно, самое интересное здесь не технологии и даже не само вино. Самое интересное – это место. Сидишь с бокалом на террасе, смотришь на виноградники. Этот пейзаж ломает привычные стереотипы об Израиле. Обычно сюда едут за историей, за археологией, за библейскими местами. А находят еще и лавандовые поля и винодельни мирового уровня. Наверное, поэтому сравнение с Провансом здесь работает. Поэтому, если кто-то скажет вам, что для атмосферы Прованса
Нужно обязательно лететь во Францию, не спешите соглашаться. Иногда достаточно приехать сюда, на голландские высоты, и увидеть собственными глазами самый неожиданный Прованс Ближнего Востока.